В Москве наградили офицеров группы спецоперации за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Без них силам авиации Арабской Республики пришлось бы бить вслепую. Благодаря точным координатам никаких ошибок. Только боевики несут потери и теряют позиции. Антон Степаненко расскажет подробности. Им привычнее камуфляж и разгрузка, которые в Сирии не снимают неделями. Они – офицеры сил специальных операций, поэтому снимать этих людей можно только со спины. Командира группы подполковника Данилу и 3 его офицеров вызвали в Москву на награждение. Подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды. На представлении Минобороны президент Путин написал: «Вручу лично». День был стандартный, банальная рутина. Получили задачу выдвинуться в тот район для наведения авиации нашей на эти объекты с целью предотвратить дальнейшие попытки атак террористов. Так они начинают рассказ об операции, за которую получают награды. Их 16 человек, работают на переднем крае где-то в провинции Алеппо. По ту сторону линии фронта боевики экстремистской организации Джабхат аль-Нусра. Впереди идет бульдозер, за ней уже следует начиненный взрывчаткой автомобиль. Как правило, опять же, это БМП. С первой ракеты попал нормально в БМП. Взрыв был очень сильный. Это была лишь первая атака на их позиции. В результате неразберихи и несогласованности среди сирийских частей те отошли. Прикрывать участок фронта осталась лишь группа подполковника. Что было бы, если бы вы отошли, оставили эту точку? Ну, это боевики бы заняли господствующие высоты какие-то, и потом бы требовались недели, чтобы отбить их заново. И плюс потери среди сирийской армии были бы гораздо больше, чем они понесли тогда. Единственное решение, хотя их всего 16, а боевиков до 300 человек, и перед каждой атакой позиции спецназа боевики обстреливают из орудий, минометов и танков. И только потом выдвигается пехота. Первую атаку мы отразили. Их было в течение дня, даже уже трудно сказать, 3-4 атаки было. После чего в ночное время было принято решение подходы заминировать. Заминировали метрах в 500 от своих позиций, поэтому утром, когда боевики снова пошли в атаку, их ждали сюрпризы. На минных заграждениях они оставили 2 БМП и не 1 десяток пехоты. Утром была еще одна атака. Ее тоже получилось отразить. Плотность огня была высокая, но, как говорится, страшно только на первых минутах, а потом уже это банальная рутина начинается. Их рутина – это когда из-за обстрела нельзя поднять голову, когда под прикрытием обшитого стальными листами бульдозера к позициям приближается БМП со смертником внутри. И подбить его нужно первой ракетой, на второй выстрел шанса не будет. А еще их рутина, когда несколько сотен боевиков бросаются на твои позиции, а дистанция всего метров 200. Вышли без потерь, где-то до 300 боевиков наступало. Но без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям позиции. И все-таки у нас хорошо подготовленные ребята, которые не испугались, а до конца бились. Каждый четко выполняли свои поставленные мной задачи. Бились до конца. 2 дня. Без потерь. А боевики, потеряв технику и несколько десятков пехоты, попытки прорваться на этом участке оставили. О таких солдатах России говорил президент Путин, открывая парад 9 мая. Вам никогда не будет стыдно за нас. Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины, ради своего народа. Такие воины, солдаты и офицеры есть сегодня и здесь, в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Группа подполковника Данилы сил специальных операций не единственная, что работает в Сирии. И об их работе, или, как они сами говорят, рутине, станет известно, если ее рассекретят, когда офицеров представят к очередным наградам. Антон Степаненко, Станислав Плетников, Дмитрий Малышев. Вести.